Ребят, всем привет! У меня сегодня необычное видео. Я спущусь в подземку московского метро и проведу в нем 12 часов. Покажу вам подземную жизнь. В метро люди проводят по несколько часов в день. Кто-то едет на работу, с работы, кто-то работает в самом метро. В метро можно сходить в музей, полюбоваться красотой станции, послушать музыку, поесть, пообщаться с людьми. Надо отсюда быстро сваливать. Сейчас время 8:40. Погнали! Метро – это целая жизнь. Кассы сейчас не работают, поэтому проезд я буду оплачивать вот в таком аппарате. Так, приготовил я 100 рублей. Видите, прикладываю тройку и показывает мне мой баланс на карте. 383 рубля. Так, пополнить кошелек. Закину 100 рублей, чтобы вам показать просто. Также можно оплатить банковской картой. 100 рублей. Пополнить баланс. Так, пополнять. Также, смотрите, можно оплатить еще и монетами. Все, билет записан на карту. Забираю свою тройку. Кстати, кассиров я уже давно не вижу. Наверное, так проблема у меня возникла, как вытащить отсюда. Кассиров давно не видел, уже, наверное, с год. Потому что цифровой мир и проезд приложил 63 рубля. По-моему, был 57 рублей в прошлом году. Новый год, новые цены. Метро Нахимовский проспект. И я спускаюсь по лестнице. С правой стороны эскалатор, он на подъем. Все, еду сейчас тогда я в центр на кольцо. И оттуда уже буду импровизировать. Сегодня такая импровизационная прям поездка у меня. Не знаю, ну есть, конечно, у меня какие-то планы, да, для себя я в голове отложил, что хочу вам показать. Но так будем импровизировать. Первый поезд. Пустой. И на экране у меня почему-то все зеленое, хотя подсветка такая светло-зеленая на перроне. Но кадр зеленый. Единственный фонтан в метро в древнеримском стиле. Я думаю, это вообще, в принципе, единственный фонтан, который находится в метро в мире. А это Ромул и Рем, основатели Рима. А фонтан бежит вот там по стене и стекает дальше. Метро Москвы — это реально произведение искусства. Это вообще еще и город в городе. Здесь столько станций, линии тянутся по всей Москве, уже и по новой Москве. Город в городе. Не знаю, если будет какой-то апокалипсис, мне кажется, жители Москвы здесь выживут. Вот еще кусочек Рима. Ребят, лайфхаком небольшим хотел с вами поделиться. Если вам жарко, душно в метро, вы вставайте всегда в среднюю дверь и ближе к выходу, который не открывается. И здесь всегда кондиционер и прохладненько. В метро, видите, есть вот такая интерактивная карта. Ага, притормаживает. В общем, можно посмотреть свой маршрут. Плюс еще есть вот такие экраны, на которых показывают новости транспорта, ну и в принципе городские новости. И если куда-то едешь, можно прочитать что-то интересное. Вот, например, новости. МЦД-3, МЦД-4 победили в экспертной премии в сфере туристического бизнеса. Ну, в общем, тут разные новости, не только Москвы на самом деле. Смотрите, какой экспонат. Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича. Что-то похожее я вам покажу чуть попозже. В таких же стеклянных колбах, назовем их так, на станции Воробьевы горы что-то всегда показывают.
Поэтому съездим туда тоже посмотрим. Надо чем-то себя занять, поэтому поехали в музей метро Москвы. Ребят, станция Деловой центр, и мне нужно подняться на второй этаж. Кто захочет посетить музей метро, выход номер 4 вот этот, и второй этаж, второй ярус. Станция светлая, чистая, такая современная. Круто, смотрите, на этой станции можно поесть. Вот есть кухня от шефа, потом магазин продуктов «Фасоль». Но мне же надо в центр профориентации, это есть музей. Ага, вот в таких еще прилавках, как стойках, продают сувениры. Поесть я уже знаю, куда поеду. Потом поеду на станцию Войковская, там кафешка. И там перекушу, заодно покажу вам, как все это дело там выглядит. Метро Галерея, в общем, здесь. Что, пойдемте в метро, музей, посмотрим, что здесь, да как. Он встречает нас, экспонат девушки. Здравствуйте. Можно пройтись, да? Спасибо. Есть метро. Это прям одежды у нас какие? Наверное, 40-е, 50-е годы. Там показывается фильм о метро. В данный момент, наверное, эскалатор демонстрируется нам. Вот, я тут вообще один пока еще. Вагоны метро. Вот такие вагоны, кстати, еще ходят на Войковской. Вот мы на нем поедем. До Войковской, до кафешки. Ленин, экспонаты разные. Музей бесплатен, работает с 10 часов. Так, стрелочный пост, станция Охотный ряд. Это, видимо, совсем старый какой-то стрелочный пост. Бюст Ленина. Ну, без Ленина никуда. Вот вообще старый вагон. А, нет, я не один, смотрите. Есть еще посетители подстанции Московского метрополитена. В общем, здесь все показывается, рассказывается. О, здесь еще и можно давление померить. И где-то в конце должен быть поезд. Вернее, его голова. О, я помню вот такие аппараты, когда еще кидал монетки. И вот эти штуки вылазят. Так было страшно, особенно в детстве, что она вот ударит по ногам. Хорошо, что сейчас более такие современные и безопасные. Но раньше было страшновато в детстве. А, вот, смотрите, вагон. Можно зайти, посмотреть, как выглядит рабочее место машиниста. А вот тут поуправлять. Первый всегда 666. Вот всегда. Это можно поуправлять, да? Да. Пойдемте.
кабину машиниста. Вот так выглядит кабина машиниста. Ну, это старый поезд, наверное, самый старый, как раз таки, на котором мы поедем с вами до Войковской. Ну и здесь все такое старое, обшарпанное рабочее место, прям, ой, поизносилось. Все, я теперь вагоновожатый. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Войковская. Так, куда нажать-то кнопку? Ох, тут еще все нажимается, светится. Это уже современное, да, оборудование? Последнее, да? Это 13-го года. А, 13-й год. То есть сейчас уже вышли еще более, да, новее? Вон, например, который там стоит. Ага. Но это 17-й год. На Замоскворецкой и на Троицкой самые современные. А ты так любишь метро, что сюда приезжаешь тренироваться? Рано утром встаешь. Прям в 6 утра уже здесь, да? Нет, не в 6. В 10 открывается. В 10. В 10 открытие. К 10 как раз таки и приезжаешь примерно. Понял. 8 утра встаю. И уже час еду. Можешь сказать 3 слова о московском метро? Вот, что новым приходит? 3 слова. Подвижной состав, станции и виды. Это уже 4. Депо, поезда, электрооборудование и классный клуб. Понял. Спасибо, ребят. Хорошего вам дня. Вот такие находки были найдены при проходке, ну, при строительстве станции метро. Колбочки, монеты, кресты, подкова, ложки, вилки. Даже приказ какой-то, смотрите. Музей очень большой. Посмотреть есть что. Музыка в метро, я считаю, это самая крутая идея, что можно было придумать. С 10 утра до 10 вечера музыканты в переходах между станциями играют. И каждый желающий, кстати, может подать заявку на станции, не на станции, а на сайте, по-моему, именно метро, и принять участие. Мы сегодня с вами еще неоднократно послушаем артистов. Ну, в общем, вот такой он музей метро. Детям, я думаю, будет интересно. Ну а мы с вами двигаемся дальше. Ребят, я решил выйти немного подышать. В метро душно все равно, хотя на улице зима, ну реально очень душно. Здесь хотя бы попрохладней. Немножко подышу воздухом и поеду дальше уже. Время уже, сейчас скажу сколько, почти 11 часов. Я 2 часа уже под землей побывал в музее, показал вам кусочек Рима. Наверное, сейчас надо выдвигаться уже в сторону станции Маяковская, там недалеко Войковская, сразу пообедаю, а это станция Студенческая. В общем, вот такие вот дела. Есть такие станции в Москве, где можно выйти наверх, наружу и подышать. А, что еще хотел сказать. После станции, вернее, после музея, раньше как было, приезжаешь в музей, деловой центр, остановка, поднимаешься в него, проходишь спокойно, выходишь, спускаешься в метро и едешь дальше. А сейчас же проход закрыли и нужно оплачивать заново. Поэтому по факту музей мне обошелся в 63 рубля, потому что заново нужно было оплачивать проход. Вот такие вот дела. Так что имейте в виду. Все, я сейчас тогда перехожу через вот этот переход, и на ту сторону мне нужно.
и еду назад туда, в сторону центра. Такая станция, никого нет, и поездов почему-то нет. Как бы обычно они там 2-1,5 минуты промежуток, а тут уже минуты 3. Ну, давайте пройдем по переходу. Вот такой переход. Здесь прохладно. И сейчас уйдем с вами направо. И вот здесь пойдем на ту сторону. На выход мне уже не нужно. Скучают здесь работники. О, тут смотрите, полноценная железная дорога. Вот какой-то состав идет. Откуда? Брянск, Москва. Двухэтажный состав. А я так думаю, почему пахнет, знаете, то ли углем, то ли чем. Возможно, здесь как раз-таки там, ну, в той стороне стоит какой-то состав, который отапливается углем. Потому что запах прям такой устойчивый. А, поезда до сих пор нет. Где мой поезд? Ладно, подышу еще. За платформой, видите, дома. Ну, те, наверное, скорее всего, уже надстраивались этажи. Да, вот стоит состав. Москва. Адлер, что ли? Вот с него и пахнет углем. Вот и мой поезд. Нужно еще туалет где-то найти. Туалеты тоже в переходах стоят. Вагон пустой. Можно еще, видите, денежки снять, потом купить билеты в театр, кофе с собой. В общем, жизнь полная под землей. Вообще не надо выходить наружу, только иногда подышать воздухом. А и телефон здесь тоже можно зарядить, видите, такие стоечки стоят. Но я иду на Кольцевую Киевской станции. Ребят, станция Киевская тоже не менее интересная станция, очень красивая, мозаика, произведение искусства реально. Чернышевский, Добролюбов, Некрасов и Шевченко в Петербурге. Вся станция украшена вот такими мозаиками. Красивая, светлая. Так, станция открыта 14 марта 1954 года. Я сейчас еду до Белорусской, выхожу на ней, перехожу на Маяковскую, расскажу вам про станцию Маяковскую, покажу, соответственно, и поедем уже обедать. Полет нормальный, пока все нормально. Ребят, станция Маяковская, где вы еще за 63 рубля сможете полюбоваться сталинским ампиром, хай-теком, арт-нуво, только под землей,
Московское метро. Эта станция, кстати, была построена в стиле ар-деко в сентябре 1938 года. Тоже экспонат «Волшебник изумрудного города». О, пока тишина. Еще в 1939 году эта станция завоевала, получила гран-при на Всемирной выставке в Нью-Йорке. И самое что интересно, когда идешь, просто вот по бокам как бы арки такие, колонны, да? Но надо поднять свой взор наверх. Сюжет «Мозаика» — это сутки советского неба. А во время Второй мировой войны станция использовалась как бомбоубежище. И глубина ее, по-моему, 34 метра. Это вот все, что я знаю про эту станцию. Переходы, 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 опять переходы. Ребят, станция Войковская. Если едете из центра, выходите из вагона, идете налево, поднимаетесь по лестнице, и с левой стороны сразу же будет кафешка. Посмотрим сейчас, чем там кормят. Сама станция Войковская, видите, простая, просто кафель, плитка голубая, без каких-либо изысков. Очень простая. А вот этот вагон мы с вами видели как раз-таки в музее метро. Не вагон, а поезд. Вот, ребят, кафешка. Вот так здесь все выглядит. Можно руки помыть. Музыка играет, столики есть. Кадры из художественных фильмов. Кафе. Здравствуйте. А что поесть у вас есть? Вот это все? Салаты, видите. Так. Салат. А с чем это салат внизу? Вот который левый и правый. Себе. Я на YouTube снимаю. А и заодно поем. И спробую ваше блюдо. Да-да-да. А, еще есть на гарнир что-то, да? А вы подогреть можете все? А подогрейте лагман с курицей и салат, витамины. Ну, давайте комплекс. Комплекс 300 рублей. Что будет там? Суп, гарнир, салат. Понял. А суп какой? Куриный. О, отлично. 300 рублей. Тут пусто. В общем, сейчас я мою руки и занимаю себе место. В общем, суп я поел. Такой себе. Не очень вкусный. Сейчас ем лагман. Ложка еще неудобная такая, мелкая, как чайная. Ну, лагман, в принципе, на 3. Ну, а сейчас доем все и уже полную оценку дам этого кафе. Два часа играют мюзикл, потом
То есть каждые 2 часа. Потом приходит другой. Да, я знаю про музыка в метро. Я просто видео снимаю 12 часов под землей. И вот смотрю, чем можно развлечь себя в метро. Есть вот музыка в метро, там есть столовая, есть станции, да, которые красивые, как в музее. Ну и вот такой. Безусловно, московский метрополитен самый красивый. Да. И современные станции очень красивые. Да. А как бы вы охарактеризовали метро 3 словами? 3 слова о московском метро. Путь к сердцу. Хорошо. Спасибо. Хорошего дня вам. Ребят, станция Воробьевы горы. Приехал. Здесь вот такое панорамное большое окно. Конечно, за пределы станции я не могу выйти. Можно вот там пройти. Но по условиям сегодняшней моей программы я не покидаю метро. По Воробьевым горам я уже как-то гулял. Вон там виднеется высотка МГУ. А вот здесь, видите, тубы такие стоят, стеклянные. И частенько здесь проходят выставки. Но сейчас ничего нет. Но тубы стоят. В общем, вот такая станция. Можно подышать относительно свежим воздухом. Взглянуть на эту панораму, панорамный вид. Потапова едет. Потапова — это, наверное, что-то из свежих станций, из последних. Не был там, не знаю, как она выглядит. Возможно, надо съездить. И давайте еще раз вид панорамы, только на другую сторону. Это высотка РАН. Точно, я же шел как раз от МГУ, вот здесь и вдоль высотки до вон той церквушки. В общем, станция вот так выглядит. Я сейчас немножко поброжу здесь, дойду, посмотрю в той стороне, что, и уже буду выдвигаться в сторону центра. И очень хочется в туалет. Оказывается, не на всех переходах есть туалеты. Пару-тройку переходов прошел, и туалетов там не было. Поэтому мне очень срочно нужен туалет. Ребят, что касается моего обеда. Обед был на 2 с плюсом. Я понимаю, 300 рублей цена. Возможно, не стоило ожидать чего-то большего. Хлеб был сухой. Самый вкусный это был зеленый чай и витаминный салат. Суп похлебал чуть-чуть, отложил. Второй, как говорится, лагман, то же самое. Поэтому я бы в эту столовую больше не пошел, это точно. Ну и не пойду. Ребята, я нашел туалет наконец-то в переходе. Прочитал, что можно расплатиться, видите, картами, и также картой тройка. И... Ага, все, открылся. 94 рубля стоит вход в туалет. Ух, елки-палки. Запах тут, конечно, сумасшедший. В унитазе я не буду показывать, но это жесть. Это жесть. Запах, говорю, непередаваемый. Ребят, все, у меня технический перерыв. Надо отсюда быстро сваливать.
Ребят, это Антонина, она выступает, как называется у вас это? Не, на площадке «Музыка в метро». Да, да. Сейчас она сыграет на балалайке. Прямо сейчас мне еще настроиться надо. Без Я проблем могу поговорить, настраивайтесь. вы спросили про конкурсный отбор, я могу рассказать. Расскажите про конкурсный отбор. Это проходит ежегодно на конкурсной основе. Просто так здесь стать и играть нельзя. И сначала мы подаем онлайн-заявку. Если нас отбирают, мы приглашаемся на живое прослушивание. Если на живом прослушивании мы проходим, нам дают лицензию, и мы можем год выступать четко по правилам проекта. А кто этот отбор ведет? Какие-то там профессиональные артисты Да, или кто? артисты профессиональные, Московский продюсерский центр и одни из, каждый год разные артисты знаменитые. Понял. 3 слова о московском метро. Как бы вы это охарактеризовали? Суета, транспорт, прекрасная музыка. Все, очень приятно. А главное, прекрасное настроение. Спасибо большое. Антонина просто супер. Сегодня понедельник. Но день все равно веселый. Всем прекрасного настроения. С наступающим Рождеством. Спасибо. Вам хорошего заработка. Спасибо огромное. Все. А Снегурочки? Антонина меня зарядила. Время 4 часа. Мне еще 5 часов тусить. 5. Но я справлюсь. О, смотрите, какой поезд. Если честно, ребята, я подустал. Время уже 7 часов, мне еще 2 часа. И прям не хватает воздуха свежего. Ну, душно здесь все равно. Хоть ветер гуляет, но все равно душновато. Вот этого не хватает.
Ну и говорю, прям подустал. Буду сидеть, чуть-чуть отдохну и двинусь дальше. О, поезд проезжает. А нет, на следующей ветке, на той стороне. Я тут узнал кое-что. Оказывается, в период 1961 по 63 года в Москве на Замоскворецкой ветке ходили поезда без машинистов. То есть это тогда уже было будущим. Правда, не знаю, почему они перестали ходить, эту информацию я не нашел, но тем не менее. Смотрите, какая необычная станция. Это электрозаводская. А я сейчас иду тоже на электрозаводскую, но большой кольцевой линии. Как соты сделаны фонари. Необычно. Вот эта электрозаводская новая, она в 2020 году была построена. Посмотрим, как выглядят современные станции. Московское метро насчитывает 270 станций, а линия 460 километров. Это очень-очень много. Смотрите, как она необычно сделана. Сейчас я еще вниз спущусь, покажу вам. Напомню, станция в 2020 году была открыта. Еще интересный факт нашел. Пока езжу в метро, многое узнал. Оказывается, здесь нет урн. Я что-то внимания не обращал, но действительно, здесь нет урн. А все дело в том, что это сделано ради безопасности. Плюс на станции Черкизовской есть бюро находок, либо бюро забытых вещей. Вот так правильно называется. Так что вот такая информация. Там идет электрозаводская диаметр 3. Здесь стойка информации, кофе с собой, сувениры. Давайте посмотрим, что у нас там. Что это за девы королевишны? Надо спуститься вниз посмотреть. Чем вот люди в метро занимаются? Читают. Ну, понятно, едут на работу с работы, а вот во время этой поездки читают, наверное, учат иностранные языки, кто-то слушает музыку, общаются. Так вот, электрозаводская. Интересное оформление. Огромные такие панно, лошади, люди. Ребят, напишите в комментарии, что означают эти огромные панно. Вообще в каком оформлении. Так прикольно, свежо, чисто. Нет прохода. Что, ребят, закончился мой эксперимент. Выхожу из метро, время 21:11. Прошли мои 12 часов. В общем, у меня такое ощущение, что, кстати, вся моя одежда пропахла метро. В общем, было интересно, необычно. Хочется уже быстрее выйти на свежий воздух. Ох, как свежо. Свежо. Звезды уже на небе. Все, ребят, напишите, как вам видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Все, всем пока.